Олю Денис – место с самыми фантастическими видами и невероятным бирюзовым морем, ради которого мы проехали полтурции на машине. Сегодня мы заселимся в отель, покажем рум-тур и обзор территории. А когда наступит вечер, мы вместе с вами нырнем в эпицентр шумной и драйвовой ночной жизни на знаменитой барной улочке. Если мечтаете об отдыхе в Фетхие, это видео для вас. День будет очень насыщенным. Поехали! Всем доброе утро из города Фетхие в Турции. Мы сейчас выехали из отеля, в котором мы останавливались всего на одну ночь. Самый дешевый отель в Фетхие. Но сейчас я вам расскажу, в чем его прикол. Вот он сзади меня находится. Это даже не отель, а пансион. Мы там всего лишь одну ночь переночевали. И сейчас едем в Олю Денис, где у нас уже все, заказан отель. Кому интересно посмотреть, как выглядит номер в этом отеле, в предыдущем видео все показала. А прикол этого отельчика, пансиончика в том, что здесь выходит он прямо на набережную, на море. У нас, конечно, был номер, наверное, без выхода, потому что мы даже не посмотрели в окно. Там были ставни закрыты. Но тем, у кого балкончик, выходит такой прекрасный вид. С утра открывается. Напоминаю, что стоил этот отель, что-то уже что-то вытряхивать, стоил этот отель 3400 за одну ночь. Что, в принципе, очень бюджетно, дешевле мы не нашли даже отеля от мэрии. Все равно он получился дороже. Вот такая здесь красивая набережная. Напоминаю, что это город Фетхие, самый центр города. Отель этот рекламировать не буду, потому что больше, наверное, туда я все-таки не поеду. Очень такое все старенькое, знаете. Но, знаете, еще в чем такая особенность его в том, что когда мы вчера номер как бы оплачивали, ночью это уже было, подошел еще один парень спросить цену, и на ресепшене спросили у него, на сколько человек. Он сказал, что на двух, я и моя девушка, на двоих. Ему сказали, что если у вас нету брака, то есть если вы не женаты, то мы не принимаем таких. То есть должна быть одинаковая фамилия обязательно, либо же документ о замужестве. Есть такие отели, и их немало в Турции, которые не принимают неженатые пары. В принципе, это хорошо, я думаю, для семейных людей, которые останавливаются в этих же отелях, чтобы отель не превращался, сами знаете, в что. Нам совсем тут близко ехать, буквально 20 минут, осталось уже 8. Нужно переехать через гору, и как бы на той стороне будет поселок Олю Денис. Видите, здесь такие горы. Кстати, я заметила, что в Фетхие очень много, видите, вот проехал на таких мотоциклах, мопедах ездят, прям очень их много. И еще заметила то, что никто не пропускает вперед других людей, да, на каких-то главных улицах. В Стамбуле это обычно делают, да. Конечно, не все, но как бы автомобилисты друг друга пропускают. Пешеходов нет, но друг друга да. А здесь как-то совсем все по-другому. Видите, тоже кто-то едет. Многие вот так вот по двое, по трое даже с детьми ездят. Мы уже доехали в Олю Денис. Посмотрите, какой нас встречает вид. Мы обожаем это место. Это мое самое любимое место во всей Турции. С уверенностью могу сказать, я была много где, но такой красоты, наверное, нигде не видела. Мы заселились в наш отельчик. Называется он Дестина. Мы здесь уже не первый год отдыхаем. Смотрите, какой красивый у нас вид с балкона. В этом отеле есть бассейн. Я вам все потом покажу подробно, конечно же. Будет такой небольшой обзор отельчика. Там купается даже кто-то уже. И сейчас мы тоже пойдем. И вид на гору Бабадах. Это знаменитая гора Бабадах, на которую, кстати, есть фуникулер. Мы на него поднимались уже. Возможно, и в этом году тоже поднимемся. Покажу вам наш номер. Так вот он выглядит. Здесь ремонт, кстати, был в этом отеле, по-моему, в позапрошлом году. Афет Толсун и кушает, что мы не завтракали. В общем, есть двухспальная кровать, шкаф. Что здесь еще есть? Мини-бар. В мини-баре вода у нас. Это, по-моему, 3 звезды отеля, если я не ошибаюсь. Даже сейф поставили. Здесь тумбочка прикроватная. Вот такая отдельная кровать для Миры. Телевизор, зеркало. Так, чемодан мы еще не разбирали. Посмотрим, что здесь. Ванная вот так выглядит. В принципе, есть фен, туалетная бумага, мыло, вон там какие-то даже штучки, шампуни, душ, туалет. В общем, короче, все, что надо, все есть.
Здесь прямо с нашего балкона видно автобус турфирмы, у которой мы заказывали этот отель. У них есть автобусные туры сюда. И мы с ними, по-моему, 2 или 3 года уже ездим на автобусные туры. И сюда в том числе приезжали в этот отель на автобусный тур. Называются они вот так вот, Dreams Tour. Они есть в Инстаграм, можете там посмотреть. У них очень много туров везде. Но в этот раз мы решили на машине сами приехать, чтобы на автобусе не ездить. И просто попросили их, ну, у них так можно еще заказать просто отдельно отель. Вот мы что и сделали. Заказали просто отдельно отель. Приехали сами на машине и будем просто как бы сами распределять свое время. У них есть программа экскурсионная, они там ездят на всякие джип-сафари, прогулки морские. Ну, короче, у них программа классная, но мы уже 2 года были по такой программе, в прошлом году, позапрошлом, поэтому решили в этот раз сами. Вот так называется отель, Destina Hotel. Здесь вот у них написана концепция отеля, значит, завтрак и ужин у нас входит, шведский стол. Здесь 2 приема пищи, снэк уже платный. И всякие барчики, ну, тоже они платные, ну, в общем-то, вот так. То есть 2 раза питание включено, ужины и завтраки. Так, мы переоделись, сразу же идем в бассейн. Будем сегодня там чилить, на море не поедем, скорее всего. Кстати, здесь до моря нужно ехать на маршрутке, можно на машине минут 10 до Голубой лагуны. Это один из самых красивых пляжей Турции. Так, я не в ту сторону пошла. Вот, и поэтому мы сегодня туда не поедем. Поедем в другой день. Сегодня, скорее всего, будем на бассейне отдыхать. Ну, после долгой дороги, такого пути хочется отдохнуть. Здесь вот такие небольшие как бы корпуса, 3-этажные. Вот там бассейн внизу. У нас в этом здании, ну там чуть подальше, красивые такие балкончики с цветами, да? Какой здесь бассейн, на самом деле очень классный. Нам он нравится, потому что здесь вначале мелко, вот здесь метр, а там на той стороне, когда плывешь, там уже где-то 2 метра, по-моему, в общем, поглубже. Поэтому тут достаточно весело. И он большой. Тут барчик есть, ну, платный. А ресторан, получается, вот там наверху. С красивым видом на горы. И закат здесь тоже очень красивый. Мы наплавались, точнее, еще плаваем. Мира. Смотрите, с каким классным видом. Там на самой вершине горы, вот здесь вот, парапланеристы летают. Их так много, там, не знаю, может, штук 6-5, наверное, только спрыгнули, сейчас будут вниз спускаться. А, еще с другой стороны, сейчас я попытаюсь все увеличить вам и показать эту красоту. Вот, смотрите, так хорошо видно должно быть. Класс, вы бы рискнули с такой высоты прыгнуть. Это очень высоко, очень страшно. Парапланы кружатся, но очень, конечно, красиво. Вот здесь их 6 штук. Еще я видела вот здесь, вот, смотрите, здесь тоже 4. Класс. Так они вниз будут там постепенно к морючку спускаться. Сейчас. Вверх ногами сделай. Сейчас говорю. Молодец. Не получилось. Нет? Здесь так. Хочу вам показать, знаете, что тут вот, видите, по периметру рассажены такие пальмочки, вот такие вот. Это на самом деле банановые деревья. И даже есть бананы, вот, видите? Зеленые еще, конечно, но все равно такая не маленькая гроздочка, огромная. Такой цветок интересный. Прикольно. Я, конечно, видела в прошлом году эти деревья, уже позапрошлом, но для тех, кто, может, никогда не видел, как растут бананы, мне кажется, это было бы интересно. Мирасла. Isındı. Isındı. Isındı lan. Nereye gidiyorsun? Isındın. Yaptın mısın?
Eksik var mı abi? Так, мы пришли на ужин. Смотрите, какая красота нас здесь ждет. Здесь горячие блюда. Раба. Раба. Супчик. Ne çorbası bu? Çorbası, салатики. Свежая нарезка. Вот я люблю, когда такие свежие салаты без заправок. Майонезных, точнее, йогуртовых. Вот этот самый вкусный. Я его помню еще с прошлых годов. С капусточкой, с укропом. Мой самый любимый салатик. Возьму его. Свежая нарезочка. Так, здесь у нас арбузы, яблоки. Арбуз, смотрите, как почистили даже без корочки. Это какой-то десерт. Sütlaç написано. Это казан-диби, турецкие десерты. Какой-то тоже, уж не знаю, что это точно. Все подписано. Ривани, тирамису. Это кадай. Такие здесь турецкие версии. И здесь у нас закуски. Турецкие мезе с майонезом. Вот этот вот салатик тоже вкусный, но острый, с орешками. Половину даже не знаю, это, наверное, хумус. Как красиво сделали, смотрите. Вот такая здесь красота. Макароны в соусе и фасолька. Смотрите, какой у нас стол. Из горячего я взяла себе такая, наверное, индюшка. Это пюре, это какой-то, не знаю, типа мишаки, что-то с баклажанами. Я такое люблю. Из закусок салатиков я свое любимое все набрала. С баклажанами, это с орешками салат. Ну, наверное, острый будет. И вот этот мой любимый салат с капустой. Мира взяла еще себе рис. Там был рис. Пюрешку. Я, кстати, еще супчик взяла. Супчик с... куриный суп, короче, с этими, с вермишелькой. Это муж себе набрал салаты какие-то. Вот такая еще была курица. Был тавук? Misket köfteymiş. Ben de tavuk sandım. Это какие-то такие котлетки маленькие с соусом сливочным. Ну и вот так вот у него тоже выглядит стол. Арбузик взяли еще за сладостями, потом пойдем. Приятного аппетита, зайка. И смотрите, какой у нас шикарный вид. Сейчас еще будет закат. Солнышко будет за горы как раз закатываться. Это вообще будет обалденно красиво. Уже поужинали с таким вот прекрасным видом, солнышко уже зашло. Хотела вам сказать, знаете, что здесь не совсем обычный шведский стол, представление как во всех турецких отелях, где все включено, потому что здесь полупансион. Здесь больше такая, как бы меньше выбор, но еда более, мне кажется, домашняя, ну мне так, по крайней мере, кажется. Такая по вкусу, знаете, как я сама бы приготовила, то есть вкусная еда такая, не одинаковая на вкус, как в отелях All Inclusive. Но полупансион, да, и не такой большой, конечно, выбор, поэтому еды, горячих блюд, там, сладостей не такой, конечно, шикарный, но, в принципе, все хватает, мы всегда здесь наедаемся. Еще здесь напитки платные, то есть есть автомат, где делают соки, вот эти, которые с автоматов, они бесплатные. Но если вы хотите там банки колу, там липтон, спрайт, то это все уже будет, конечно, за отдельную плату. И цена этого отеля 3500 лир с человека за ночь. Да, опять же, скажу, что, наверное, вам покажется, что это недешево, но просто сравнивайте с тем, что есть именно в этом регионе. Потому что для этого региона это такая приемлемая цена. Даже отели, которые там 5 звезд и так далее, они стоят здесь намного дороже, чем в Анталии. Если сравнить, например, 5-звездочный отель в Анталии и здесь, то цена будет, выше, короче говоря, здесь, потому что здесь дорогой регион. Мы решили запустить дрон, чтобы увидеть Олю-Денис и наш отель с высоты птичьего полета. Конечно, с земли все тоже смотрится очень красиво, но только сверху осознаешь масштаб этой красоты. Отель утопает в зелени в окружении величественных гор. Ради таких видов точно стоит преодолевать сотни километров. Отель находится на возвышенности, до центральной улицы можно добраться буквально за 10 минут пешком,
А до волшебной Голубой лагуны можно поехать на маршрутке, которые здесь ходят очень часто. На территории несколько трехэтажных корпусов, бассейн, очень уютно, без лишней суеты и огромного скопления людей. Олю-Денис вообще, кажется, создан для того, чтобы смотреть на него сверху, неважно, на параплане или через камеру дрона. Надеюсь, через экран получается передать хотя бы часть этой атмосферы и этого невероятного воздуха. Ну а мы немного передохнули, понаслаждались видами, и пока солнце садится за горы, самое время готовиться к вечеру. Дальше нас с вами ждет совсем другой Олю-Денис, яркий, шумный и ночной. Мы спустились вниз к центру города, и здесь самая такая движуха происходит, потому что здесь барные улочки. Ну, еще, в принципе, все веселье не началось. Я думаю, чуть попозже оно начнется, но уже англичане, видите, сидят в кафешках, ждут шоу свое. Так, видите, зазывают, даже слышите, может быть, зазывают на английском, потому что здесь, в этом районе, очень-очень много англичан. Вообще Фетие, Олю-Денис — это излюбленное место их отдыха. И очень много здесь пенсионеров английских. Ну, вот так вот они здесь переезжают на старость лет, даже покупают домики себе, либо же на все лето приезжают на свои дачи, которые здесь находятся, и отдыхают. Смотрите, здесь продают такие полотенечки. Значит, стоит одно 70 лир, 4 за 250. Вот это вот расцветка популярна здесь. Это, наверное, для кухни больше, с надписью Олю-Денис. Такие есть, такие. Такие с лавандой, вот прикольно, кстати, красиво. С кофе. Анксилона? А, вот прямо с этим парапланеристом. Выговорить не могу. Красиво. Класс. Угу. Çok Çalış пляжи, парашют. Классно. Смотрите, какое количество людей. Вам не видно этого, что сзади творится. И сзади то же самое, нас столько же людей. Очень много. Здесь очень много барчиков, в которых крутят футбол. Не знаю почему, но англичане, как я уже сказала, здесь их много. Это как бы на них все развлечения рассчитаны. И в таких барах они любят смотреть футбол. Там огромные экраны, даже какие-то футбольные матчи в записи, не обязательно прям вживую. Им включают, и они там смотрят. Еще очень много им делают там всяких шоу. Ну, например, там кто-то переодевается в Майкла Джексона и выступает, либо же танцы какие-то а-ля турецкие, но не совсем турецкие. В общем-то, вот такие у них развлекухи. Короче, развлекаться они любят и умеют, судя по всему. А еще они, конечно, очень странно одеваются. Ну, сейчас я вам так не могу показать, но очень-очень откровенно. Даже те, кто с лишним весом, или же те, кто в возрасте, не стесняются прям очень открыто одеваться. Их это не смущает ни капельки. Вот называется «Люди без комплексов». Смотрите, здесь мужчина делает изделия из стекла. За этим интересно наблюдать. Причем такие мелкие детальки, знаете, смотрите, класс вообще. Это ж каким надо мастером быть. Смотрите, какие у него работы красивые. Скорпион — это вообще нечто. Просто вау. Такая есть лошадка, там рыбка. Есть вот черепашки, пауки. Короче, что хочешь. С наступлением вечера вся жизнь перемещается сюда, на знаменитую барную улочку Олю-Дениза. Вы только посмотрите на эту атмосферу. Все сияет неоном. Из каждого заведения доносится музыка, танцы. Воздух буквально пропитан драйвом и праздником. Если днем это уютный курортный городок для спокойного отдыха, то ночью это настоящий эпицентр тусовок. Гулять по этой улочке можно долго, глаза просто разбегаются от количества заведений. Но мы решили долго не выбирать, нашли классный барчик с отличной атмосферой и решили присесть, чтобы немного перевести дух. Нам показалось, что здесь будет весело.
Естественно, какой вечер на курорте без красивых коктейлей. Заказали себе яркие напитки, сидим, кайфуем, наблюдаем за людьми и наслаждаемся летним вечером. Мы думали, что просто спокойно посидим, попьем коктейли, поболтаем, но Олю Денис приготовил для нас настоящий сюрприз. Во-первых, здесь было караоке, и девушка очень красиво пела. Прямо, мне кажется, что она, наверное, где-то в Англии действительно певица, англичанка. Здесь, как я уже сказала, очень много англичан. Ну а потом началось настоящее шоу, и нет, это не танцы официантов на столах, хотя англичанки очень любят, и это, в принципе, все для них, весь этот драйв для англоязычной английской аудитории. Мы вообще этого не ожидали, но тут на сцену выходит артист в образе легендарного Майкла Джексона. Это было реально круто. Костюм, движ, лунная походка, подача. Парень очень круто танцевал, отыгрывал на все 100% и завел весь бар и даже проходящих по этой улице туристов буквально с первых секунд. Вся публика в восторге, все снимают на телефоны, подпевают. Атмосфера просто невероятная. Муж даже вышел в прямой эфир, чтобы показать это на своем канале, и словил шляпу Майкла Джексона. Прикиньте, вот так ему повезло. Вот за что я обожаю такие поездки. Ты никогда не знаешь, чем закончится просто обычный вечер. Пришли просто выпить по коктейлю, а попали на потрясающий перформанс. Олю Денис ночью — это 100% любовь и чистые эмоции. Если будете в этих краях, не пропускайте, обязательно загляните на барную улочку за этой бешеной энергетикой. За 3 коктейля мы заплатили 930 лир, что я считаю вполне бюджетно для курортного городка. Олю Денис в очередной раз доказал, что сюда стоит ехать и за фантастическими видами, и за крутыми эмоциями. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, мне будет приятно. Пишите в комментариях, как вам наш отель и были ли вы уже в Олю Денисе. И, конечно, подписывайтесь на канал. В следующем видео мы с вами отправимся в то самое главное место Олю Дениса — Голубую лагуну. Поверьте, эти виды вы точно не захотите пропустить. До встречи в следующем выпуске.